Степан Морозов был охотником старой школы. Он прожил в тайге больше 40 лет и знал ее так же хорошо, как собственный дом. Но этой зимой даже он чувствовал тревогу. В окрестных лесах появился шатун, медведь, который не ушел в спячку. Такие звери становились особенно опасными. Голодные, изможденные и непредсказуемые, они могли напасть на любого. Жители ближайшей деревни перестали отпускать детей на улицу. По вечерам в домах гас свет раньше обычного, а разговоры все чаще сводились к страху. Степан решил действовать. Он взял карабин, надел охотничьи лыжи и отправился по свежему следу. Отпечатки лап тянулись вглубь чащи, к старому бурелому, куда редко заходили даже опытные охотники. Это настораживало. Зверь двигался не хаотично, а будто знал, куда идет. После нескольких часов пути Степан понял, что загнал медведя в ловушку. Следы обрывались возле вывороченного кедра. Под его корнями темнела глубокая нора. Охотник осторожно снял оружие с предохранителя. В полумраке он заметил желтые глаза, смотрящие прямо на него. Сердце билось так сильно, что отдавалось в ушах. Из укрытия вышел огромный, истощенный зверь со шрамом на морде. Он поднялся на задние лапы, перекрывая вход в нору. Степан был готов стрелять. Одного движения хватило бы, чтобы все закончить. Но медведь вел себя странно. Он не рычал и не бросался вперед. В его взгляде не было ярости, только усталость и тревога. Затем зверь опустился на лапы, отступил в сторону и носом сдвинул слой хвойных веток. Степан пригляделся и замер. На подстилке из еловых лапок лежал ребенок. Маленький, худой, свернувшийся клубочком. Это был 6-летний Артем, сын местного рыбака, которого искали уже 2 дня. Все думали, что он погиб от холода или стал жертвой хищников. А он находился здесь, в логове самого опасного зверя тайги. Охотник сразу понял, что произошло. Медведь нашел ребенка в лесу, когда тот заблудился и начал замерзать. Но вместо того, чтобы напасть, зверь поддался древнему инстинкту защиты. Он принес мальчика в свое убежище и 2 суток согревал его собственным телом, укрывая от 40-градусного мороза. Истощенный и голодный, он не тронул добычу. Медведь медленно поднял лапы, словно показывая, что не представляет угрозы, и тихо выдохнул. В этом жесте было что-то похожее на просьбу забрать ребенка и сохранить ему жизнь. Руки Степана задрожали. Он опустил оружие и молча склонил голову перед зверем, выражая уважение. Медведь еще несколько секунд смотрел, как охотник осторожно берет мальчика на руки. Убедившись, что ребенку больше ничего не угрожает, он развернулся и ушел вглубь леса, растворившись среди заснеженных деревьев. Степан донес Артема до деревни. Мальчик выжил, был ослаблен и голоден, но здоров. Врачи сказали, что без тепла зверя он бы не продержался и нескольких часов. С тех пор Степан каждый месяц приносит в тот бурелом мешок рыбы и угощения. Он знает, где-то в глубине тайги живет существо, которое однажды проявило больше человечности, чем многие люди. Иногда даже самый страшный хищник способен на милосердие, если в его сердце еще жива древняя сила защиты слабых.